Привет, Технозон! Сегодня мы снимаем очередной наш выпуск про дроны. Наконец-то пришел сезон, пришла погода. Хотя сегодня ветрено, но это нам не помешает. Сегодня мы с вами снимаем тему о трекинге. О трекинге на этих самых дронах. В частности, мы будем использовать сегодня Mavic 2 Pro. И это трекинг активных объектов. В частности, мы будем снимать движущиеся объекты и покажем системы слежения этих самых дронов, как они работают. Сегодня мы будем использовать машину. Это машина студии Технозон, и он будет гоняться за ней по кругу вокруг озера. Это будет нечто. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Под видео есть ссылки на наши обзоры, а также там есть ссылки на акции, на классные акции, условия которых вот именно переходите, смотрите, там условия практически ничего не нужно, нужно быть просто нашим подписчиком. Ну что ж, а сейчас мы с вами начинаем снимать. Поехали. Итак, дело в том, что в Mavic сериях, Mavic 2 сериях есть шикарный такой у нас пункт, как Active Track. Если мы нажмем на Active Track, он нам покажет различные типы, то есть различные подсказки, как с этим работать. Честно говоря, мне очень нравятся эти технологии, потому что эта штука сразу же трекает движущиеся объекты потенциально. Вот мы видим, что у меня сейчас моя машина и наш оператор, наш админ студии тоже попадает в камеру, он определяет это как движущийся объект. Нету ее уже в кадре, она сейчас машет рукой, но нет. Если мы тапнем на машину просто-напросто, то дрон зафиксируется именно на этой машине, и вот здесь вот уже будет самое интересное. Он сейчас станет на расстояние достаточное для съемки, мы можем отрегулировать с вами высоту, он будет в любом случае следить за машиной. Если мы сейчас с вами поедем, он уже будет просто следить, но в каком режиме? У нас есть три режима. Первый — трейс, это когда он трассировочно будет двигаться именно за машиной туда, куда мы покажем, вернее, куда мы будем ехать. Второй — это он будет следить за ней боком, мы это вам тоже покажем, как это снимается. И третье — Spotlight, это точка слежения. Это тоже, то есть мы его завесим в одну точку, и он будет просто-напросто в определенной точке, когда проедет машина, он за ней проследит. Давайте начнем с трейса. Мы усаживаемся в машину, включаем Active Track и покажем режимы, которые он может. В данном случае у нас с вами есть вот такой вот регулятор, который регулирует в процессе движения еще и облет этой самой машины. То есть у вас нет необходимости, чтобы ваш дрон, вернее, вручную этим дроном работать. У вас, как мы видим, работают все датчики. Мы сейчас зададим высоту. Вот мы задали высоту, и давайте сделаем первый кружок, посмотрим, как он просто без облета будет за нами следить. Поехали. Вот машина двинулась, и поехал наш дрон, начал снимать наше движение. Если мы зададим с вами облет влево, он будет лететь еще и делать облет нашей машины с разных сторон. Это невероятно круто. Именно так снимаются кинематографические эффекты, именно так снимаются фильмы. Вот он пошел по кругу нас снимать, и это просто шиза, я вам серьезно говорю. Если мы сейчас зададим в другую сторону облет, то он пошел в другую сторону. Он пошел сейчас в другую сторону снимать. Вот он пошел по большому кругу облета. Слушайте, ну круто же, круто, ребят. Класс, мы затормозили, и он затормозит в том числе. Он сейчас нас облетает, это класс. Это называется точка интереса. Все, он остановился. Но мы можем с вами делать еще кое-какие другие вещи. Давайте мы с вами посмотрим, что же такое за режим у нас вот этот вот профайл, да, который выставляется. Мы сейчас с вами выбираем машину. Выставляем точку, как он будет за ней следить. Как мы видим, у нас нет облета. Вот таким вот образом. Мы опустим его немножечко ниже. Вот, ниже, вот, чуть-чуть в эту сторону. Нет, в эту сторону не захочет он. Кстати, у нас есть вариант быстрого Active Track, когда он будет двигаться 12 метров в секунду, но если вы превысите скорость 12 метров в секунду, то у вас будет отключен датчик столкновения боковой. Поэтому с этим нужно будет делать аккуратно. Вот, пожалуйста, у нас просто-напросто боковое движение, он трекает боковое движение. Он никуда не сворачивает, он не может облетать, он ничего не делает, он просто делает боковое движение. Все, больше ничего он в этом случае не делает. Есть у нас также еще очень классный, кстати, вы в моменты движения можете менять высоту. Выключим режим
Fast. И давайте с вами проедемся еще немножко. Потом уже посмотрим, что у нас за последний режим. А давайте отключим сейчас вот эту штуку и включим обратно Trace. Покажу вам один трюк, который мы используем обычно при съемках движущихся автомобилей. Мы сейчас заходим спереди автомобиля и опускаемся вниз. Опускаемся вниз. Вот он сейчас впереди машины. Подлетим максимально близко, насколько он позволит нам. Вот он потихонечку подлетел поближе. И можем, я снимаю так обычно в движении, вот, когда мне необходимо снять машину спереди. То есть я начинаю движение медленно, и он начинает от меня ехать. Вот, пожалуйста, это такое переднее движение автомобиля. То есть он будет снимать конкретно сейчас вперед машины, и получается вот такой вот эффект, как будто машина проезжает просто-напросто и заходит за зад этого автомобиля. Это отличный эффект, я вам скажу, мне суперово это очень нравится. Кстати, в данном случае он у нас работает как камера заднего вида, мы разворачиваемся на берегу озера. Теперь мы разбираем с вами последний режим. Этот режим у нас называется Spotlight, и этот режим тоже невероятно крут. Мы сразу зацепим машину, уходим повыше. Вот этот режим мне вообще очень сильно нравится, он очень кинематографичен в плане съемки, допустим, рекламных каких-то аспектов. Сейчас вы увидите, что это такое. Это режим, когда дрон будет находиться в одном месте. Сейчас мы поднимемся даже немножечко выше. Вот. И вот теперь, смотрите, машина начинает движение. Что происходит с дроном? Он просто-напросто висит на месте и трекает движение автомобиля. Это получается очень кинематографичный эффект, отлично выглядит, и действительно не каждый дрон может так отлично трекать машину на таком расстоянии и с такой высоты. То есть мы сейчас даже с вами проверим, насколько он сможет удержать эту самую высоту и это самое расстояние. То есть мы прошли здесь определенный момент и поехали вокруг озера. То есть он до сих пор трекает машину и будет отчетливо, как камера слежения, двигаться за машиной. Вот смотрите, мы сейчас от него на расстоянии 181 метр. 181 метр и высота 18 метров. Он трекает автомобиль при движении вокруг озера. То есть это невероятная опция, которую мы очень часто используем для наших заказчиков, когда они у нас заказывают аэрофотосъемку. Теперь из Active Track какие мы еще используем мануальные опции, сейчас мы вам покажем. Так, останавливаем, подлетим поближе. Вот видите, он определяет Kia, которая стоит на бережку. Вообще вот эти вот технологии, честно говоря, это военные технологии. Военные технологии, которые позволяют трекать системы, потому что DJI является одним из самых больших разработчиков этих всех систем. И, кстати, когда в густонаселенном пункте, я, допустим, во дворах снимаю, он детектит абсолютно все автомобили, которые есть. И это именно искусственный интеллект определяет, что этот объект может двигаться. Переходим обратно в Trace. И вот здесь вот есть некоторые мануальные моменты, которые мы используем. Например, мы начинаем наше движение. То есть машина находится достаточно далеко сзади. Кстати, давайте мы еще с вами потом определим максимальную скорость, с которой он погонит. И мы можем использовать с вами джойстики движения лево-право, в частности, и набор высоты, где он будет просто-напросто при трейсе. Сейчас мы по-другому чуть подлетим поближе, потому что сильно далеко. Вот, например, вот в таком режиме он будет делать облет и лететь вперед, и плюс еще и включим набор высоты. И это тоже достаточно кинематографичный эффект, очень хороший эффект. Мне действительно это нравится, когда, знаете, такое движение и Active Track у нас идет вот таким вот, знаете, когда с захватом какого-то ландшафта. То есть по факту мы видим, что у нас и ландшафт меняется, и, кстати, мы вам, наверное, ролик покажем в конечном итоге, какой у нас получился при движении этого автомобиля. И вот мы с вами видим, что он при любом раскладе детектит нашу машину. Давайте вот будем двигаться задом и зададим точку облета. Он будет еще и точку облета нам делать. Для него это Point of Interest в активном трек-режиме. То есть такая опция Point of Interest в активном трек-режиме отлично тоже работает. Давайте с вами еще один попробуем
интересный трюк. Мы с вами сделаем спотлайт, но мы сделаем спотлайт практически над водой. То есть мы поставим дрон, сейчас мы его выставим впереди машины. Так, вот минимальная высота. Мы с вами выбираем точку интереса. Пока остановимся. Вот она детектится. И мы с вами отлетим над самой водой. Это тоже шикарный, кстати, эффект. Мы завесим дрона над водой, и он будет тоже делать спотлайт именно с точки воды, не сверху, а снизу. И вот, пожалуйста, в таком режиме, если мы снимаем, то есть это тоже очень выглядит кинематографично, достаточно, то есть машина проезжает, приближается к дрону, она ныряет в какую-то яму хренову и пошла дальше. То есть у нас вот такие вот кадры есть пролета. Вообще отлично выглядит. Итак, мы сейчас в Active Track. Давайте без спотлайта, наверное, включим с вами режим трейса. Выберем. Сейчас мы разберемся. Развернемся, кстати, видите, как у нас, как камера заднего вида вообще отлично срабатывает. Очень я люблю использовать этот режим, когда, допустим, выезжаем мы на природу в каких-то активных видах нашего отдыха. И это позволяет нам, кстати, трекать, что происходит у нас вокруг нас. А давайте мы сейчас с вами определим вот в режиме slow, какую скорость мы с вами сможем, муха наша сможет нас догонять, вот на какой скорости она нас потеряет. На сейчас это вот 30-40 километров в час, 50, она спокойно нас догоняет. Слушайте, 50 она нас догоняла. Давайте мы еще легкий облет сделаем, допустим, на 40, на 50 километров в час. Вот он начал нас облетать. Вообще отлично. Отлично. Он отлично нас ловит. Как вам вообще места, в которых мы сейчас ездим? Это шикарные места вообще. Это Азовское море, лиманы. И мы здесь любим путешествовать. В частности, здесь у нас Анечка любит кататься с монокрылом, прыгать. Да, она у нас настолько экстремальная спортсменка. Слушайте, но он активно сейчас трекает машину. Это очень красиво на самом деле. Так, у нас начинаются провода. Мы сейчас посадим наш дрон. Поэтому, в принципе, ребят, режимы отличные. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим палец вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Mavic 2 Pro на канале Технозон. Пока, ребят. Take a slide, find your zone every day.